В феврале 1740 года на льду Невы выросло сооружение, которое поражало даже видавших виды иностранцев. Это был знаменитый ледяной дом, одна из самых необычных затей эпохи Анны Иоанновны. Правда, существовал он всего несколько месяцев, потому что был построен изо льда. Но самое удивительное, этот ледяной дворец создали не ради красоты. Он стал декорацией для одной из самых странных и жестоких придворных забав в истории России. Именно эту историю почти через 1,5 века решил рассказать художник Валерий Якоби в своей знаменитой картине «Ледяной дом». На первый взгляд перед нами яркая праздничная сцена. Толпа людей в пестрых костюмах веселится, смеется и танцует. Но если присмотреться внимательнее, становится ясно, это вовсе не праздник, это издевательство. Зимой 1739-1740 года морозы в Петербурге достигали 40 градусов ниже нуля. В такие зимы на Неве часто строили ледяные крепости и различные забавные сооружения. Тогда генерал и начальник полиции Петербурга Алексей Татищев предложил построить нечто невиданное – настоящий дворец изо льда. Императрице Анне Иоанновне идея понравилась. Строительством руководили известный архитектор Петр Еропкин и ученый Георг Вольфганг Крафт. Первый вариант оказался слишком тяжелым. Лед начал проседать, вода стала заливать постройку, и строителям пришлось переносить проект на другое место. В итоге между Зимним дворцом и Адмиралтейством вырос настоящий ледяной замок. Его длина достигала 16 метров, высота – 6. На строительство ушло около 30 тысяч рублей. Огромная сумма по меркам XVIII века. Все внутри тоже было ледяным. Кровать, столы, кресла, подсвечники, зеркала, туалетный столик, шахматы, игральные карты, цветы. Даже камин был ледяным. Но самое удивительное, лед в камине действительно горел. Ледяные поленья покрывали нефтью и поджигали. Создавалось впечатление, будто огонь пылает прямо на прозрачных дровах. Перед дворцом стояли ледяные пушки и мортиры. Из некоторых даже стреляли пороховыми зарядами. Рядом возвышался ледяной слон в натуральную величину. Все это должно было прославить победу России над Османской империей. Но настоящая цель грандиозного сооружения была другой. Анна Иоанновна решила устроить свадьбу. Вернее, шутовскую свадьбу. Главным действующим лицом стал князь Михаил Голицын. И вот здесь начинается самая трагическая часть истории. Голицын был не простым придворным шутом. Он принадлежал к одному из самых древних и влиятельных родов России. Молодым человеком он жил в Европе, где женился на итальянке и принял католичество. Для императрицы это стало непростительным проступком. Князя лишили прежнего положения при дворе и превратили в объект постоянных насмешек. Он получил унизительную должность шута и прозвище «квасник», потому что разносил гостям квас. Но на этом унижения не закончились. Для него решили устроить показательный спектакль. Невестой назначили Авдотью Буженинову, калмычку, также служившую при дворе в роли шутихи. 6 февраля 1740 года состоялась грандиозная церемония. В Петербург привезли около 300 представителей разных народов Российской империи. Каждый был одет в национальный костюм. На улицах звучала музыка, танцевали, пели, смеялись. А свадебная процессия насчитывала более 400 человек. Одни ехали на верблюдах, другие – на оленях, на козлах, на собаках, даже на свиньях. Это напоминало одновременно карнавал и цирк. После венчания молодоженов отвезли в ледяной дворец. Там их ждало брачное ложе. Разумеется, тоже ледяное. По приказу императрицы супругов заперли внутри на всю ночь. На улице стоял лютый мороз. По одной из легенд, Авдотья сумела договориться со стражниками и выменила тулуп. Именно он спас молодых от гибели. Так это было или нет, историки спорят до сих пор. Но факт остается фактом. К утру они остались живы. Именно этот момент изобразил Валерий Якоби. Мы видим шумную толпу, пришедшую посмотреть на молодых после страшной ночи. Люди смеются, развлекаются, наслаждаются зрелищем. А где-то за всем этим весельем скрывается человеческая драма.
Любопытно, что сама судьба Михаила Голицына сложилась неожиданно. Он пережил не только эту страшную ночь, но и саму императрицу. После смерти Анны Иоанновны его положение улучшилось. Он прожил почти 90 лет и умер в 1778 году. Человек, которого пытались унизить на глазах всей страны, в итоге пережил многих своих мучителей. О судьбе Авдотьи известно гораздо меньше. После смерти императрицы ее след практически теряется в истории. Когда Якоби писал картину в 1878 году, Россия уже была другой страной. Реформы Александра II сделали возможным обращение художников к сложным и даже болезненным страницам прошлого. Поэтому «Ледяной дом» — не просто историческая реконструкция. Это взгляд художника на эпоху, в которой блеск двора соседствовал с жестокостью, где ледяные дворцы строились быстрее, чем проявлялось сострадание, где человеческое достоинство могло стать частью придворного развлечения. После смерти Анны Иоанновны подобные забавы постепенно ушли в прошлое. Институт придворных шутов фактически исчез, а сам Ледяной дворец растаял уже весной 1740 года. От него не осталось ничего, кроме легенды и картины, которая напоминает нам: иногда самые красивые зрелища скрывают самые мрачные истории. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам был интересен этот ролик, поддержите его лайком и подпиской на канал. До встречи в следующем видео.